Друзья, мы начинаем вторую дискуссию в рамках нашей образовательной программы в лектории. Программа объединена общей темой «Режим сохранения», и сегодня мы хотели поговорить про фонды. Про фонды поддержки современного искусства, чем они занимаются, для чего они нужны, какие у них существуют программы, и вообще, что это такое и как это существует. И у нас в гостях Анна Зыкина, директор фонда «Сфера», который в недавнем прошлом назывался фонд Смирнова и Сорокина, был широко известен под этим названием, теперь это «Сфера». Софья Троценко, директор фонда «Винзавод». И Сергей Лимонов, основатель фонда Лимонов Арт Foundation. Хотелось бы начать с того, чтобы каждый, наверное, представитель своего фонда рассказал о своей организации, когда она была создана, чем она особенно, какие программы реализует. Софья, давайте, наверное, начнем с вас. Добрый день. Все отлично. Фу. Обычно технически тут всегда происходит, не тут, вернее, на этом. Всем привет. У нас фонд поддержки современного искусства «Винзавод» начал свою работу в 2008 году. Собственно говоря, через 2 года после создания Центра современного искусства «Винзавод» является неотъемлемой частью деятельности Центра современного искусства «Винзавод». Почему пришла такая идея создать фонд? Идея в тот момент была не то, чтобы четко сформулирована, но мы стали получать буквально через год создания винзавода огромное количество заявок от художников, от деятелей искусства относительно своей профессиональной деятельности и вообще возможностей. Нам присылали, приносили массу писем художники со всей страны. Я молодой художник, закончил или заканчиваю в таком-то году институт, вот что мне дальше делать, как мне показываться. Ну, мы в общем и целом, наверное, с Сергеем, да, с вами тоже, у вас тоже фонд примерно того же возраста, понимаем, что в то время, как из себя представляла вообще, что из себя представляла система искусства, вообще искусство, то есть такого количества институций активных, как сейчас, конечно, не было, поэтому этот вопрос был крайне актуален. Музеи с молодыми художниками, то есть понятие «молодой художник» как класс, мне кажется, отсутствовало на тот момент. Вот, поэтому этот вопрос был актуален. Но он актуален и сейчас, но об этом чуть позже поговорим. Вот, и мы приняли решение сделать институцию, которая будет заниматься профессионально поддержкой и развитием молодых начинающих художников, вообще российского современного искусства. Надо сказать, что мы это делать не собирались с самого начала, когда создавали центр. Просто исходя из вот того количества запросов, приняли такое решение. Почему фонд? Потому что нам с самого начала стало понятно, что это будет некоммерческая деятельность, что, собственно говоря, только фонд, формат работы фонда может позволить себе тот эксперимент и закрывать те дефициты в системе искусства, которые не может позволить себе ни коммерческая организация, ни музей. То есть это тот эксперимент, поиск, который очень важен для развития системы искусства. Поэтому мы приняли решение, что это будет работа в формате фонда, направление деятельности поддержка российского современного искусства, но в первую очередь именно акторов, тех, кто создают искусство, и потихонечку с конца 7-го, начала 8-го года начали формировать свою деятельность, которая на тот момент выглядела как поддержка молодых художников в проекте «Старт», образовательные открытые лекционные программы, которых было не так много, да, вообще в институциях культуры.
Мы взяли в какой-то момент направление фотографии, потому что фотография в 2008 году, 2007-2008 год, как раз начала приобретать более массовое и более профессиональное, широкое такое применение в искусстве. И вот по сей день мы работаем, все наши проекты реализуем именно от лица фонда. Спасибо, Софья, большое. Действительно, интересная история создания, и я вижу здесь некие параллели с нашим фондом Космоску, потому что он был создан позже, в 2017 году, но именно работа ярмарки позволила нам увидеть какие-то вопросы и проблемы, которые существуют, и которые в любом случае ярмаркой решались, но были абсолютно некоммерческими, и как и любому, наверное, человеку, который работает в сфере искусства, либо коллекционеру, понятно, что без поддержки художники, институции, невозможно эту деятельность развивать, поэтому это такой был естественный шаг. И мы также для себя определили некий фокус. Это, собственно, поддержка художественного творчества, это образовательные программы и пополнение музейных коллекций. Поскольку фонд не может объять необъятное, да, приходится действовать в режиме выбора определенного. Программу фонда, в частности, можно увидеть на ярмарке, реализацию некоторых из проектов фонда Космоску. Стенд Артема Филатова как художника года, институции года «Заман» и музей года ПРММ. Это все относится к программам нашего фонда. Но этим не ограничивается, конечно же. Вот. Но что я все о нас. Передаю слово Анне Зыкиной. И да, хотелось бы узнать историю, идею, как родилась идея создания фонда в вашем случае. Да, всем добрый день. Как говорится, все очень просто. Фонд, как уже Анастасия сказала, назывался фонд Владимира Смирнова, Константина Сорокина. Два мецената, как сказать, очень давно полюбили современное искусство и поняли, что не только хотят покупать, коллекционировать молодых, немолодых художников, и тем самым создали фонд. Я, к сожалению, к этой команде присоединилась только в 2013 году, то есть уже получается, да, вот 1 июля было 10 лет, как я работаю в одном фонде. Чем знаменит фонд? В первую очередь тем, что мы в самом начале этапа дали свободу реализации многим программам. У нас не было какой-то определенной конкретики. Мы пытались посмотреть, что происходит у нас в России, что нужно каждому художнику, галеристу, возможно, потому что иногда такие были запросы. И тогда сформировалась программа, в первую очередь, резидентская. В 2014 году у нас появилась сначала мастерская, в 2011, и потом уже в 2014 мы сделали резиденцию. Это все тоже благодаря художникам. Тогда ко мне подошла Саша Галкина и Света Шуваева и сказала, что они хотят попробовать такую инициативу, приглашать художников из других регионов и городов, а иногда даже это были другие страны, хотят с ними работать. И тем самым с тех пор у нас выстроилась такая большая основательная программа по резиденциям. К сожалению, в прошлом году в связи с разными обстоятельствами мы должны были закрыть мастерскую, но мы не унываем. Сейчас как раз подготавливаем 2 новые программы, которые мы хотим сделать в следующем году, и также, наверное, открыть мастерскую, но трансформируем немножко. Также у нас есть издательская программа. В большей степени это когда молодые художники обращаются за поддержкой каких-то микроизданий. Я думаю, что это в первую очередь важно их поддерживать не только крупными каталогами, поэтому эта программа существует.
И, конечно же, раз в год мы стараемся делать какой-то большой, крупный проект. Это может быть в рамках биеннале, мы участвовали в Московской, потом молодого искусства, Уральской биеннале. Также ездили на фестиваль Арбат-фест в Казахстане, несколько проектов там делали. Сейчас, кстати, у нас идет один крупный проект в Казани, в галерее «Смена». Мы совместно с ребятами делаем большой проект под кураторством Сергея Гуськова. И сейчас эту выставку обсуждаем, чтобы повозить по России. Потому что всем она очень нравится, можно будет почитать потом отзывы. И если вы успеете до 1 октября, то в Казань, то мы только ждем вас. И также мы хотим вот на следующий год запланировать какие-то крупные выставки, также совместно с другими галереями и проекты с регионами совместные тоже сделать. Спасибо. И самое главное, чем знаменит еще фонд, в 2019 году наш фонд передал в коллекцию Третьяковской галереи больше 150 работ молодых художников. А в 2020 году, после ковида, мы сделали большую выставку этого дара. Я думаю, что мы, самое главное, этим знамениты. Ну, не только. Я думаю, что мастерские всем Мастерские, известные да, ваши. да. Да. Ну и действительно жаль, что они пока не могут работать, но с другой стороны происходят и позитивные вещи. Вот в прошлом году Сергей основал фонд, и хочется понять, в связи с чем, как это произошло, что случилось. Вы были коллекционером и в любом случае покупали много работ. Зачем нужен фонд? Я уже купил все, покупать больше нечего. Выставки хорошие, смотреть хочется. Поэтому коллекционер, он не художник, рисовать не умеет, но у него есть творческое начало. И это творческое начало у него реализуется либо в выборе классных работ, либо в благотворительной меценатской деятельности. И я за год вижу очень мало хороших выставок, потому что галеристы требуют от художников коммерческого искусства. А художникам нужно кушать, и они поэтому бессознательно закрывают ипотеку 2 детей, свои потребности. И также, если у них все хорошо получается, они начинают клонировать свои лучшие образцы. И ты находишься уже на игле современного искусства, и тебе требуется лучшее, лучшее, лучшее. Каждый год планка повышается. И, соответственно, нереально коллекционировать какие-то шедевры год от года. Поэтому фонд дает мне возможность посодействовать тем художникам, чье творчество является некоммерческим, классным, неконвенциальным. Я как будто бы сопричастен им. Вот здесь есть стенд моего фонда. Илья Гришаев выставил тонкое дзенское искусство. Холод, металл, минимализм. А в прошлом году был ужас, тьма, мрак, питерский вайб, экскременты и палки от цветов Джанджоли, где великий ужасный Цикаришвили выдал хоррор и триллер. И поэтому такого рода качественные проекты, конечно, меня очень сильно наполняют энергией. Спасибо большое. Да, это фонд эгоизма. А есть ли у вас какая-то программа, то есть вы поддерживаете художников, которые у вас в коллекции или не только? Как вы выбираете этих художников, которых поддержать? Я думаю, что это художники middle age career, то есть люди, которые уже доказали, что они не уйдут в полиграфию, в дизайн, не сопьются, они трудолюбивые, выносливые, принципиальные. Вот от них требовали галеристы коммерческого искусства, а они не прогибаются. Будут в бедности, но не создадут что-то такое китчевое в стиле Арт-Дубая. Плюс они не прикреплены к галереям. То есть я как раз показываю обществу, что эти художники высокого качества, обратите на них внимание, заключите с ними контракты и дальше тащите вперед сами. Плюс галеристы на нашем еще пока развивающемся рынке скованы бюджетами и не всегда готовы потратить лишние деньги на некоммерческие странные проекты. Плюс такого рода проектами ты задаешь планку. Вот с нами в этом лектории сидят 2 человека, чьи заслуги перед Отечеством достойны ордена
одноименного ордена первой степени. Это Маргарита Пушкина и Софья Троценко. Но даже с их помощью, с мощной, наш рынок все равно, ему требуются какие-то еще дополнительные специальные игроки. И я вот думаю, такую маленькую нишу займу, где 5-6 выставок в год будем проводить и будем показывать некий тоже качественный уровень. Со вторника будет и выставка в ММСИ на Гоголевском в 13 залах, когда Ваня Чемакин в тотальных инсталляциях из дерева, фанеры, пыли и шишек покажет как раз те вещи, ради которых я с открытым сердцем иду в современное искусство. Спасибо большое. Это действительно такой, мне кажется, пример осознанного коллекционирования и пути от покупки работы до первой работы, до создания фонда. Хотелось бы узнать, наверное, вопрос у меня к Софье. Как у вас изменилась программа вот с момента создания фонда и на данный момент, потому что такие у нас непростые времена, начиная с пандемии, векторы стали меняться в развитии организаций всех без исключения, некоммерческих в том числе. Какие у вас произошли изменения, на что вы стали обращать больше внимания? Может быть, какие-то появились новые программы, новые направления деятельности? Да, нам уже как фонду получается 14 лет, и мы постоянно находимся в процессе ресерча и дополнения каких-то программ относительно того, чем мы занимаемся. То есть вообще деятельность фонда у нас не статична. Она примерно раз в 3 года мы проводим внутренние исследования, ну, внутреннее имеется, внутренне-внешние исследования, понимаем, какая сейчас проблематика в системе искусства максимально актуальна и что из этого мы с точки зрения нашего опыта, наших как бы скиллов можем закрыть и формируем программу на ближайшие 3-4 года. Вот, собственно говоря, у нас есть главная линия, с которой мы начали, это поддержка молодых художников, которая начиналась проектом «Старт». Сейчас это проект открытой студии, мастерские. Дальше у нас была образовательная программа, где мы делали и программу открытых лекций, потом, отвечая на запрос уже более осознанного, осмысленного как бы восприятия того, что происходит, делали проект «Философский клуб». Потом мы ушли в профессионализацию, это были лаборатории художественной критики и журналистики, то есть в течение на протяжении, вернее, каждых 3-4 лет мы каким-то образом уточняем наши направления деятельности и проекты внутри направления. То есть у нас есть несколько направлений, это New Names, новые имена, образование. 2 года назад мы взяли направление уличное искусство, и сейчас, и 2 года назад, опять же, получается, в пандемию, но винзавод на самом деле с этим ассоциируется с самого начала, просто мы не делали никаких проектов и программ. В основном это было связано с нахождением у нас наших галеристов, вот, но это направление арт-рынка, то есть мы поддержали идею и включились в создание ассоциации галерей, и сейчас мы реализуем от лица Ассоциации галерей много проектов, которые направлены на формирование арт-рынка. И вот 4 направления сейчас наши ключевые, а внутри них уже формируются разные программы и проекты в зависимости от того, что происходит. Спасибо большое. Вы вот затронули важный вопрос, мне кажется, он действительно интересный. Как оценить, насколько поддержка работает, да, то есть вообще эффект от своей деятельности? Потому что мы, например, фондом задавались таким вопросом и постоянно себе его задаем. И для нас это не количественный эффект, скорее, а качественный. То есть мы отслеживаем судьбу художников, с которыми мы работали, проектов, которым мы помогали, и смотрим, как наша поддержка повлияла на их путь, да, насколько это подтолкнуло их, помогло им и с нетворкингом, и, естественно, с созданием новых проектов, и с узнаваемостью, и послужило каким-то
каким-то этапом в их карьерном росте. Ань, наверное, вопрос к тебе. Как вы себе отвечаете на этот вопрос? Есть ли у вас такие рефлексии? Да, конечно, есть. Естественно, мы анализируем ежегодно с Владимиром Смирновым, потому что сейчас он, в первую очередь, главный меценат фонда «Сфера». Ему предоставляется информация относительно, какие были проекты сделаны, как трансформировался вообще за этот год то, что мы делали. А в основном по художникам это заметно, потому что в течение 10 лет, получается, когда существовала мастерская, прошло больше 150 художников. И все мы их прекрасно знаем уже. Мы видим, как они идут дальше поэтапно. Да? У них, допустим, уже есть определенные связи с галереями. Кто-то, возможно, уже переехал в другую страну, где развивается с более крупными галеристами и делает большие проекты. Для нас вот это очень важно, что художник, который прошел через нас, дальше двигается, и мы ему также еще в течение года помогаем в тех или иных вопросах, если, допустим, ему нужна какая-то помощь или консультация относительно того или иного проекта. Спасибо большое, Сергей. А вы как думаете, вы уже упоминали, что целью является создание новых выставок, да? Но, возможно, вы думаете еще дальше, да, чем должна, какой эффект от вашей поддержки должен быть у художника? Ну, этот эффект неизмерим, очень трудно понять, вычислить KPI. Ты провел выставку, какое-то количество зрителей пришло, в их сердцах ты посеял некое зерно, интеллектуальное, эстетическое, духовное. Сколько из них начнут покупать, сколько из них людей переведет своих родственников, друзей дальше на другие выставки. Эти незримые вещи, ну, внутри свой KPI ты точно выполняешь. Если тебе нравится своя выставка, классно, идешь дальше. А так, поддержка художников – это как черная дыра. Сколько туда денег не закапывай, все будет мало. Художникам требуются соцсети, свои сайты, у них нет денег на это. Им требуется просто поддержание в течение года от выставки к выставке их обычной нормальной бытовой жизнедеятельности. Им нужны деньги на продакшн, им нужны деньги на командировки в резиденции, за границу, смотреть ярмарки, знакомиться с другими художниками. Этот процесс бесконечен, его можно только усиливать и усиливать. Чем больше нас будет, тем лучше. Ну, еще пара нефтяных компаний тоже в придачу. Да, согласна абсолютно со всем, что вы сказали. Мне кажется, что вопросов так много, когда ты находишься внутри, да, но вот для внешнего зрителя может быть непонятно, почему художникам нужна поддержка, да, ну то есть столько направлений, которым нужна поддержка, и вот художники. То есть часто приходится это объяснять, но тем не менее действительно есть какие-то постоянные вопросы, и они индивидуальные. У каждой институции, у каждого художника свои какие-то особенные проблемы, которые перед ними встают. Но хотела спросить у Софьи, может быть, такой вопрос, ну и ко всем. Как вы думаете, приметы этого времени, сохранения, да, сохранения нашего потенциала, который и того развития, которое происходило последние несколько лет, последние несколько десятков лет в современном искусстве. Какие программы сейчас могли бы быть наиболее актуальны вот в данный момент? Что вы чувствуете необходимо художникам в данный момент? Есть ли какие-то особенности в этом, либо это вечные вопросы, которые всегда стоят на повестке? Ну, я так понимаю, вопрос про сохранение, он не связан с тем, что да, художнику надо, потому что тема на самом деле гениальная. Понятно, что сейчас ничем, кроме сохранения, ну так, по большому счету глобально, да, про рефлексию и осмысление того, что сделано за какой-то там открытый яркий период последних там 10-20 лет, наверное, сложно. Но, тем не менее, мы все, да, занимаемся развитием, мы занимаемся там взглядом в будущее и попыткой поддержать
ту жизнедеятельность, то творчество, которое происходит. Вот. А по поводу художников, ну, я, наверное, не буду здесь оригинальной, если скажу, что, конечно, для художников всегда вопросы, по крайней мере, в нашей практике возникают одни и те же. Конечно же, это вопрос образования, это мастерские, да, и это обеспечение, ну, какая-то помощь в профессиональном развитии, потому что на самом деле ситуация сегодня и ситуация там 2006-2007 год коренным образом изменилась в одном, что тогда было молодых художников, и, как я уже говорила, понятие «молодой художник» практически отсутствовало. Да? Ты или уже состоявшийся художник, и ты в музее, или тебя, по сути, по большому счету, в общем и целом нет в профессиональном поле. Сейчас мы видим огромное количество, да, художников, которые благодаря институциям, различным работающим у нас, имеют возможность школам, да, которые также активно там, за последние 10 лет сформировались и появились, дают возможность сделать эти первые шаги и проявлять себя и для коллекционеров, и для профессионального сообщества. Вот. Но, тем не менее, все равно это не так много, вот как говорил Сергей, как вообще-то должно быть, да, потому что страна огромная, фантастически талантливых творческих людей по всей стране, художников, мы в частности сейчас о них, очень много, а вот то, как им сделать первый, второй, третий профессиональный шаг, по-прежнему остается вопросом. То есть какая-то профессионализация, помощь в профессионализации. Тут, конечно, очень много зависит от активности самого художника сегодня. Да? Век информации, если ты сидишь просто у себя в домике, а тебе никто не знает, ну, а тебе, наверное, сегодня так никто не узнает, потому что появится 10 талантливых художников, которые будут более активные и яркие, которые займут свое место в галереях, фондах, в как бы сознании коллекционеров. Вот, поэтому, наверное, образование, мастерские, возможность работать, деньги на то, чтобы делать произведения искусства и профессиональное развитие, помощь в профессиональном развитии. Да, спасибо большое. Я просто хотела сказать, что мы тоже актуализируем свою деятельность, пересматриваем каждый год, и было ощущение в этом году, по крайней мере, и в прошлом очень острое, что так быстро развивались арт-проекты, различные институции, бурная выставочная деятельность, не всегда успевали печататься каталоги, например, да, ну то есть, что сейчас как будто бы есть время этим всем заниматься, собирать, печатать, издавать. Мы сами фондом поддержали печать художественного журнала и планируем продолжать это делать. Вот я знаю, что фонд «Сфера» занимается региональными проектами, да, то есть у вас направленность на регион, она в чем проявляется, как вы ее развиваете? На самом деле мы всегда обращали внимание на регионы, потому что, как бы, да, мы находимся в столице. Конечно, хорошо работать с теми художниками, которые рядом, но, как говорится, если мы не привезем художника из другого города, то просто о нем может никто и не узнать. Да? Мы старались найти таких, о которых еще мало кто знает. И совместить как раз в мастерской была такая цель, что совместить уже известного художника и малоизвестного. Так вот, допустим, самый интересный проект, ну, с моей точки зрения, когда у нас была резиденция Леонида Цхэ и Жени Музалевского. Когда про Женю Музалевского еще тогда никто не знал, он еще был студентом школы Родченко. А сейчас он при галерее, живет, насколько я знаю, то в России, то не в России. То на яхте. То на яхте, да. То есть Женя у нас пошел дальше. Такой, ну, громкий для меня пример того, что мы сделали. Я прошу прощения, перебью в этот момент. Да. Да, я был как раз в вашей мастерской. Там Женя Музалевский делал холсты. Я купил их, по-моему, штук 12 за 1 миллион рублей. А на какой? Он был 2 раза в резиденции. Наверное, в первый раз. Мамочка а сейчас его холсты называлась. 50 тысяч евро стоят. Да. Я довольно потираю ручки. Спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо. Видите, какая связка, да?
фонд сделал мастерскую за 3 копейки, ну, условно, за 3 копейки, позвал кучу художников. Тут же коллекционеры понимают, где идет воронка, какой пайплайн, что интересные художники, потому что у Логутова Владимира хороший вкус, молодец. Ты берешь их в свой оборот, покупаешь, соответственно, поддерживаешь одновременно эту деятельность фонда с другой коммерческой стороны. Вот таких сцепок нужно очень много в нашем арт-мире. Да, спасибо. Спасибо, Сергей, за дополнение. Я заработал на это. Про регионы вернусь. Да, вот сейчас как раз мы обсуждаем новую программу, которая будет связана чисто с регионами, но я не буду раскрывать, так сказать, все карты, чтобы потом вы это все прекрасно увидели, прочитали, потому что есть определенные наработки, и не хотелось бы сейчас об этом говорить. И в регионах также мы хотим, вот как я сказала, у нас сейчас крупная выставка в Казани находится, и дальше хотим эту выставку повести. Вот сейчас ведем переговоры с Самарой, потом вот в Екатеринбург, и наша цель как бы делать еще тоже крупные проекты именно в регионе. То есть привлекать не только художников, как говорится, из Москвы, да, но и работать с местными. К Софье вопрос по поводу регионов. Если есть какая-то у вас программа специальная или у вас общее направление? Знаете, а мне вообще не очень понятно разделение на Москву и регионы, потому что, мне кажется, искусство, оно, ну, как бы представляет страну и какой-то некий, извините за это слово, культурный код. Да, поэтому у нас абсолютно все проекты ориентированы на работу с художниками по всей стране. Мы никогда не делили вот, возможности для художников из Москвы и из регионов. Много выезжали с проектом «Старт», много выезжали. Вообще вот проект «Старт» был ориентирован на художников не из Москвы. То есть вот это был, наверное, единственный акцент, потому что нам как раз очень важно было поднять вот эту волну и дать возможности людям показать себя в том месте, где активность какая-то на тот момент существует. Но, в общем, наверное, это ответ. Да, спасибо большое. Мне кажется, что все-таки московские и питерские художники, они более залюбленные, наверное, да, и окружены вниманием с точки зрения и пиара, и институций. А я даже не знаю, кто сейчас московские художники. Они, по-моему, все художники, кто работает в Москве и Санкт-Петербурге, они, оригинально наверное, не из Москвы. конечно. Ну да, внутрь. да, это тоже правда, потому что если кого-то трудно назвать, вот Илья Гришаев, он же оригинальный из Перми, да, но живет в Питере, насколько я Из знаю. Перми, приезжал в Питер, жил несколько лет, с Цикришвили основал Север-7, уехал обратно в Пермь обучать деток дизайну и искусству. Ну вот такой трансграничный художник. Да почти что все они, да, из регионов. В принципе, столицы, как в любой стране мира, они как пылесос вытягивают в себя таланты. Большие институции могут позволить себе региональные программы, исследования, выезды. Я раньше тоже думал, как коллекционер буду ездить по Сибири и собирать молодых художников. Нет, не обязательно это делать, они сами рано или поздно через сеть агентов, искусствоведов, кураторов, коллекционеров и галеристов рано или поздно, даже если не переедут, но окажутся информационно в Питере или в Москве. И вот там их можно подхватывать. Но для больших институций, вот два соседних фонда, я только поддерживаю. Там действительно нужно взращивать и поливать, потому что художник, он аутист, он стесняшка, ему нужна уверенность. И когда приезжает к нему фонд и просто даже оказывает некое внимание, это для них большой плюс, большой такой пинок энергетический. А если их вытаскивают на групповую выставку в столицу, это еще сверх какой-то прорыв. Поэтому такая работа, конечно, важна. Спасибо большое. Ну и, наверное, хочу спросить о планах на будущее. Какие проекты ожидать от фондов в ближайшее время, если можете поделиться, конечно. Да, понятно, что все готовится. Давайте тогда я начну по традиции, справа налево.
О том, о чем я могу сейчас сказать, это у нас скоро открытие 10-го сезона проекта «Открытых студий», и мы планируем делать юбилейную выставку большую, ну, юбилейной не назовешь, некий срез, смотр того, что за эти 5 лет, за 10 сезонов произошло. Мы подумываем о том, чтобы запустить, инициировать свою выставочную программу, вернуться к этому. И мы продолжаем, наверное, работать с молодыми художниками, с мастерскими. То есть мне бы, конечно, невероятно хотелось сделать более широкую сеть мастерских, потому что я по-прежнему считаю, что это, наверное, один из самых важных сейчас вкладов и форм поддержки для начинающих, не буду говорить молодых, потому что здесь вопрос, да, возрастного ценза всегда у нас сейчас, эйджизм и так далее, все вот эти вопросы, он как бы актуален. Но что такое мастерские для нас, и вот для коллег из сферы, я до сих пор не могу привыкнуть, что вы сфера. Я сама, если честно, не Да, очень могу привыкнуть. Вот, это, конечно же, вопрос не только места работы, это еще, конечно же, вопрос программы, да, это как раз та самая возможность знакомиться с коллекционерами, с другими художниками, получать профессиональный опыт, вообще знакомиться с теми, от кого потом твоя профессиональная жизнь зависит. Ну, в данном случае мы в рамках проекта «Открытые студии» делаем еще для ребят английский язык. Когда была другая география, это обязательная часть, да, английский язык на протяжении всех полугода, которые, да, они находятся. Понятно, что если с нуля, то ты не научишь прям вот, да, говорить, но базовые вещи, писать свою биографию, рассказывать о своем искусстве, да, читать, это, конечно, супер важно, и это резидентские программы, это программа финансовой и юридической грамотности, то есть это все то, что помогает художнику потом, кроме, естественно, раскрытия творческого потенциала и осознания себя и того, чем ему интересно заниматься, вот такие еще какие-то профессиональные скиллы. Спасибо большое. В конце этого сезона мы переосмыслим все то, что было. Потому что выставки проходят незримо. Мы до конца не понимаем, слышат ли их в Москве, например. Москва вообще живет своей жизнью, вообще ничего не замечает. Очень много всего открывается. Нет, просто. очень, очень плохое искусство, очень мало хороших мероприятий. Ужас просто. Хорошо, мы откроем мастерскую и будем делать выставки. Да, и можно еще одного Музалевского. Анонс. Сделаем. Нет, к тому, что как раз деятельность любого фонда должна быть всегда переосмыслена. Ты стараешься, что-то делаешь. Где этот выход, да, где этот KPI? Может быть, художникам интереснее, если ты будешь их поддерживать вообще совершенно в других вещах. Делаешь им сайты, посылаешь их в какие-то резиденции, либо снимаешь мастерские. Мы снимаем тоже мастерские художникам. И это будет более классная и качественная поддержка, чем создание выставок. Например, вот винзавод, я не знаю, вот это просто вот посеяли зерно, и такие джунгли теперь выросли классные. Такие старейшие мощные галереи там. И какое количество коллекционеров они воспитали, и какое количество художников они запустили в космос. Вот это мощный вариант развития, то есть сделать свою площадку. Может быть, мы об этом подумаем. Ну и, конечно, запрет легких наркотиков среди художников. Мы тоже будем это поддерживать. Новая программа, да. Ну, я уже здесь много говорила по поводу того, что мы хотим делать, но повторюсь прям кратко. Первое, мы хотим, скорее всего, решить вопрос все-таки с мастерской. Она будет видоизменена уже на следующий год. Второй пункт, мы также продолжим поддерживать молодых художников. Это разнообразная помощь, потому что заявки всевозможные. Кому-то нужны деньги на продакшн, кому-то нужна помощь в оформлении визы. Софья, вы, наверное, тоже знаете, вам такие заявки постоянно присылаются. Не, на наркотики не требуют, если что. Мы сразу отсекаем такие моменты. Также будем продолжать делать крупные проекты, да, как вот сейчас открыто в Казани. И также остается издательская программа, поэтому кто хочет, может подавать заявки. И вот несколько пунктов новых программ, которых я пока не буду рассказывать. Сейчас мы додумаем, и все вы узнаете.
Спасибо большое. Мне кажется, мы рассказали в целом о том, зачем нужны фонды и как они работают. Если вдруг есть вопросы из зала, будем рады ответить. Вы ко мне, да? На сайте есть общая информация контактная, куда можно просто написать в произвольной форме заявку. Также есть контактный телефон, можно позвонить, все уточнить. Но у нас нету какой-то специальной формы, что я хочу именно там на издательскую часть подать или на продакшн. Поэтому все в произвольной форме, потому что все заявки индивидуальные. Нету какой-то определенной формы под это дело. Можно теперь я спрошу? Спасибо. Меня зовут Кузнецова Дарья, я директор ХСИ Арт Gallery при школе дизайна НИУ ВШЭ, поэтому я спрошу за своих студентов. Вот Аня Зыкина и фонд «Сфера» нам постоянно помогает, за что им огромное спасибо. Да. И вот выставка, которая идет сейчас, например, в нашей галерее, тоже поддержана фондом «Сфера». Так вот вопрос. У наших студентов, у нас есть и кураторы, и художники, и у них постоянно есть необходимость в создании своих выставок. Вот будут ли фонды делать разные open call на такие готовые проекты и поддерживать такие готовые проекты площадками, может быть, финансированием, потому что много выпускников, и для них это очень важно. Это ко всем вопрос вообще. Мне кажется, что Да. это вообще важный запрос, да, потому что знать, что он существует, уже можно планировать что-то в этом направлении. Но вот у винзавода есть площадка. Можем тогда спросить Софью, планируется ли что-то такое. Я отвечу за все. Не, на самом деле мы не просто планируем, это делаем. В прошлом году, после начала СВО, мы отдельно запустили программу, кстати, извините, я забыла, как она называется, но мы запустили 3 проекта как раз для поддержки художников и сообществ. Ну, первое, мы открыли мастерские дополнительные, которые сейчас работают, там 20 новых мастерских, и отдельно был open call, проект в течение года работал. Я, кстати, не помню, получили мы от вас заявки или нет. Получали, да? По поводу того, что любой художник или сообщество мог подать, или куратор, любой проект. И все наши площадки были открыты для реализации этих проектов. Но мы в дальнейшем планируем эту практику продолжить. Просто я думаю, что это была такая экстренная мера, как раз вот этого важного для всех года, но ее нужно немножко докрутить. Мне кажется, невероятно важно работать как раз вообще, ну, как винзавод сделан, это открытая система входа в профессиональную деятельность для тех, кто хочет этим заниматься. У нас в фонде запрещено слово open call. Такое слово паразит, англицизм. Ну, я, как уже сказал, мы специализируемся на других вещах, на художниках, которые уже сделали свою карьеру, и поэтому поддержка студентов не наша специализация, пусть выкручиваются сами, как хотят. Но тебе, Даш, мы деньги дадим. Ну, у нас, в принципе, всегда была поддержка проектов студентов, мы не прекращали. И, если честно, мы тоже не очень любим open call делать, потому что это дополнительный для нас стресс проверки всех заявок. Поэтому мы все принимаем в свободной форме. Как я уже до этого сказала, в произвольной части можно отправить информацию. Если будет недостаточно, всегда задастся вопрос. Даша, ты прекрасно знаешь, что мы не только вас поддержим, но еще и школу Родченко очень много. Все студенты, так сказать, вокруг нас, поэтому подавайте заявки. Мы все рассматриваем, и если реально они нам нравятся, то мы все поддерживаем. Самое главное, это не только может быть продакшн, но и реализация в том числе, потому что, допустим, у ребят есть площадка, есть какая-то часть на финансирование, но не хватает и серии 50 тысяч рублей для закупки или транспортировки. Welcome, это к нам.
Но я за фонд Космосского тоже могу сказать, что если есть конкретные запросы, вы всегда можете обращаться, потому что мы индивидуально рассматриваем каждый случай, потому что есть программы, да, а есть еще дополнительные адресные вещи, которые мы реализуем, и всегда можно позвонить, написать, подойти, рассказать. Мы открыты. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ксения Макарчук. Я являюсь президентом арт-клуба бизнес-школы Сколково. И у меня к вам вопрос, чьими деньгами пополняются фонды? И было бы вам интересно взаимодействовать с предпринимателями, бизнесменами, которые хотят поучаствовать, но при этом не хотят создавать что-то свое? Потому что это отдельная институция, система, которой нужно уделять очень много времени. Ответ «да». Тоже да. Однозначно. Спасибо. А еще у меня вопрос тоже, наверное, ко всем. Влияете ли вы на художников и на то, что они будут делать в связи с тем, что у вас, да, у нас чуть разное мировоззрение и понимание, что такое хорошее искусство в мировом сообществе, мировом пространстве. И вот, как сказал Сергей, что очень много чего не дотягивает в России. И можно ли в целом привить этот вкус, чтобы и российские художники делали качественное, хорошее искусство? У нас есть имена, и просто их не так много, потому что, в принципе, художников меньше пропорционально, чем на Западе, но это искусство мирового уровня. То есть, условно, 10 фамилий зададут хорошую планку, и на Арт-Базеле и на Фризе будут конкурировать отлично. 20 нет уже, 10 да. Хорошее искусство, оно невербализируемое. Это вещь, которую ты подсознательно считываешь, да или нет, у тебя откликается или нет. Можешь, конечно, обрисовать его словами дискурс, нарратив, с Мезиана, там, с Масляевым, тексты большие написать про хорошее искусство. Но ты веришь в художника, либо нет. Ты вот доверяешь ему или нет? Я никак на него не влияю. Я только ему говорю, тебе нужно еще 2 помощника. Тебе сколько денег надо? А ты можешь что-нибудь еще сильнее сделать? Вот просто освободи свое сознание. Вот делай так, как ты хочешь. Вот мы так работаем. Коммерческие галереи делают не так. Хорошее искусство. Это целый философский диспут, что такое хорошее искусство. Вы знаете, это противоречие мы решали на первом съезде нашего фонда, да, и мы его решили. Искусство – это легальный наркотик. Реально, если талантливый, мощный художник, он сделает вам великое искусство. Ему не нужны никакие допинги, ему не нужны никакие пинки. Ему нужна любовь, безусловная поддержка. И тогда он раскроется. Траурная тишина после этого. Если больше нет вопросов, то спасибо всем огромное за участие и посетителям за то, что приняли участие в дискуссии. Всем отличного дня и просмотра ярмарки.